Всем привет! Вы на канале MyPetsPlanet, и в этом видеоролике будет распаковка муравьев и начало одного эксперимента, связанного с ними. В этой посылке находятся матки. Итак, распаковываем. Запаковано все очень хорошо в такой строительный утеплитель, за что продавцу спасибо, так как сейчас на улице все-таки зима. Муравьи называются Neoponera villosa. Приехало аж 3 матки. Но не стоит думать, что все так просто. Ведь эти матки не оплодотворенные. И они практически ничего не стоят. Ведь нормальные матки стоили бы гораздо больше. Тогда зачем они мне? Они мне нужны для одного эксперимента, на ответ на который я не знаю. У одной даже, кстати, был расплод в виде нескольких яиц. Немного расскажу про самих муравьев. Муравьи Neoponera villosa обитают в Эквадоре, Центральной и Южной Америке, Мексике и так далее. Муравьи крупные, примерно 2 сантиметра. Живут они в тропических лесах, также гнездятся в коре, под землей, в опавшей древесине и так далее. Муравьи относятся к панеринам, имеют жало и яд, которым активно пользуются. Муравьи хищники, но также предпочитают питаться и какими-то сладкими фруктами или нектаром. Интересной особенностью является то, что муравьи могут переносить жидкости в своих мандибулах, что позже мы и увидим. Итак, в чем заключается эксперимент? Я собираюсь вывести самцов от этих маток, потому что из яиц, отложенных ими, больше никто, собственно, и не вылупится, только самцы. Ну а дальше я попытаюсь оплодотворить других маток самцами от одной матки. Ну то есть провести что-то типа внутригнездового оплодотворения. Почему же я уверен в эксперименте? Ну, на самом деле я в нем не уверен. Тем не менее, в интернете можно найти информацию о том, что у муравьев полигения. А это значит, что в колонии может присутствовать несколько маток. Также полигамия. А это значит, что эти матки не конкурируют между собой. Также есть информация, что и рабочие данного вида могут откладывать яйца, из которых будут выводиться самцы. Все это наталкивает на мысль, что все-таки возможно что-то сделать. Ну и я даже видел, что у некоторых людей это получалось. Вернее, получалось получить в одной колонии несколько маток. Посмотрите, как забавно и удивительно матка носит каплю. В дороге они проголодались и очень хотели пить, ведь ехали около 4-5 дней. Матка набрала каплю, и в скором времени она ее выпьет. На этом все, всем пока. Вы были на канале MyPetsPlanet.